I'm gonna treat the children as I think both God and my wife are gonna want us to treat the children. И я буду заботиться, относиться к детям так, как этого хочет мой супруг, моя супруга и Господь. And the children are gonna know. И дети будут знать. And this, I believe, fits with, I think, structural therapy. И, насколько я знаю, это согласуется со структурным подходом в психотерапии, Family therapy, семейной терапии, that the marriage is the marriage is more important than the children are. что супружеские отношения приоритетны по сравнению с детско-родительскими отношениями. And this is going to provide the children a sense of calm and tranquility И это дает детям чувство спокойствия that children need. и умиротворения, в котором они нуждаются. When children are in divorced couples, Когда мы говорим о детях из разведенных семей, we see some devastating changes in the child's way they look at the world. мы видим некоторые шокирующие изменения в том, как дети воспринимают So мир. making that relationship between the two adults in the relationship, the family, stronger is important to the child. И для ребенка очень важно, чтобы родители сами работали над этими отношениями, укрепляли их. Now I believe that my children need to know that they are more important than my work. Но я также верю, что моим детям очень важно знать, что они более важны для меня, чем моя работа. That sometimes I'm going to leave my work early to go to their band concert. И иногда я готова уйти с моей работы раньше для того, чтобы прийти на выступление их оркестра. Or sometimes I'm going to go in late because I want to go to breakfast with my child. Иногда я могу даже опоздать на работу, потому что я завтракаю с моим ребенком. At my school, they taught me that children are great observers, but lousy interpreters. Когда я учился в университете, я усвоил, что дети очень хорошие наблюдатели, но у них проблемы с интерпретацией того, что они наблюдают. But what are they going to say when you say that they're so important, but you never have time to give them a hug or just spend a few minutes with them? Ну, если, например, вы будете говорить ребенку, что ребенок для вас очень важен, но при этом вы никогда не обнимете его, не проведете с ним несколько минут, They're not going to get mad at you when you're neglecting them. они не будут злиться на вас, что вы их отвергаете, пренебрегаете ими. They might not even know you're neglecting them. Они даже могут не понимать, что вы пренебрегаете ими. At least not when they're little. По крайней мере, не тогда, когда они маленькие. You'll hear about it when they become adolescents. Но вы поймете об этом, узнаете об этом, когда они станут подростками. But now let me say, so that's our job. Our job is more important than our children, I hope. I mean, our job is less important than our children. Наша работа менее важна для нас, чем наши дети. But now some of us have other things that maybe we have 2 jobs. Возможно, у вас есть 2 работы. Right? And we may have to decide which one of those jobs is more important than the other one. И нам приходится принимать решение о том, какая из этих работ в приоритете по сравнению с другой. You can see I'm building quite a long string of obligations that I have to. Вы видите, что я выстраиваю последовательность обязательств, которые у меня есть. But you also might have some after-hours activity like friends or volunteer work. Но у вас также могут быть некоторые дополнительные активности, такие как общение с друзьями, отношения с друзьями или какие-либо занятия, хобби. So I may not just be deciding that work is more important than outside activities, but you might say which work, which job. Но и вам приходится принимать решение, что работа более важна по сравнению с какими-то дополнительными занятиями, но вам часто также приходится решать, какая именно из работ более важна. Now let me say that if I think that prioritizing my family over my work is a good thing too, because it'll actually make me a better worker. Когда я поставил в приоритете мою семью по сравнению с работой, это оказалось для меня очень полезным, поскольку это помогло мне стать более эффективным работником. That. Хотя я знаю, что некоторые начальники не согласятся с этим подходом.
But again, you can do whatever you want as long as you're willing to pay the price. Но опять же, вы можете делать все, что вы хотите, до тех пор, пока вы готовы заплатить за соответствующую цену. What is not on my pyramid that you noticed? I'll Что show вы it to you заметили, again. чего нет на моей пирамиде? I've got God, I have a spouse, I have children, I have work, and I have work. Бог, супруга, дети, первая работа и вторая работа. Чего здесь нет? Родители, друзья. Parents, friends, Parents, friends. родители, друзья. Да. True. Хобби, service. Yeah. Yourself. Да. Вы сам. Я Me? сам. Yourself. What? You mean like? Что вы говорите? Говорю, после 2 работ на хобби времени не хватает. После 2 работ на хобби не хватает времени. No time after 2 jobs for hobby. Yeah. Right. No fun. That. And that. But you see, I'm a pleaser. Но видите, я плизер. My whole life is taken up in pleasing other people and not me. Вся моя жизнь распределена между тем, чтобы удовлетворять других людей, но не меня самого. I know what you're saying, Я знаю, о чем вы говорите. and I do take time for play. Я знаю, о чем вы говорите, и я уделяю время игре. But unfortunately, many people who use need to use this thing don't have any time. They don't even think about what they would like to do themselves. И очень часто люди, с которым надо было бы использовать подобного рода пирамиду, у них вообще нет времени на игру. И они даже не задумываются о том, что они бы хотели делать для себя. They're so used to having everybody else tell them what they want that's what they do. Они настолько привыкли, что другие люди говорят им, что они хотят от них, и эти люди, они привыкли делать что-то для других, что это все, чему они посвящают свое время и свое внимание. Now maybe a really brave pleaser, a very courageous, Может быть, только очень смелый плизер would take out one of these spots and put fun and recreation in there instead. возьмет и заполнит одно из этих мест в этой пирамиде местом, посвященным веселью и восстановлению и отдыху. But that would be a lot to ask. Но это очень много для того, что для плизера. Это очень большая, сложная задача. But once you get these things in order, Но после того, как вы организуете все эти аспекты, выберете приоритетные среди них, and you put all of these people in their right place, и вы разместите всех этих людей там, где они должны быть, по их местам, then you have a guide for deciding which person gets to be angry with you. и тогда у вас есть пособие, которое помогает вам каждый раз решать о том, кто будет злиться на вас в той или иной ситуации. When my child gets angry at me Когда мой ребенок злится на меня, because I say no to her, потому что я говорю ей нет, I don't have to say I can blame God for it. я могу обвинить Бога в этом. God told me to be a good parent, Господь сказал мне быть хорошим родителем. and it's His fault I decided to be a good И parent. это его вина, что я решил быть хорошим родителем для тебя. And God is big; He can handle the И responsibility. Господь большой, Он справится с этой ответственностью. Now, some will again will say that it doesn't help the pleaser to build an adequate sense of himself. Кто-то может сказать, что это не помогает плизеру выстроить адекватное представление о себе самом. What I'm saying is that we're simply trying to use that personality style in a more effective way. То, что я стремлюсь здесь донести, это то, что мы можем использовать этот тип личности эффективным образом. Most of us beyond the age of 5 are not going to change our personality very much. Многие из нас, когда нам больше, когда нам больше, чем 5 лет, не будут менять наш тип личности особо. То есть наша личность остается примерно такой же, как она была в возрасте 5 лет. But we can learn to use what we have, our personality, in a more useful and effective way. Но мы можем учиться использовать наши личностные особенности более эффективным образом.
So the first step for a person who is constructing one of these would be to sit down and list all the people that you need to please in your life. And probably you need to say it, I need to please, I have to please. Первый шаг, который нужно сделать человеку, который хочет составить подобную пирамиду, это составить перечень всех людей, которых я чувствую, я должна удовлетворять или которых мне нужно удовлетворить. Because normally a pleaser doesn't talk in the way of saying, well, these are people that I would like to please or I want to please. These are people I must please. Что часто плизер, обычно для плизера характерно говорить о том, что он должен удовлетворить. То есть это люди, которых я должен удовлетворить. Не тех, кого я бы хотел удовлетворить, а кого я должен, обязан. And maybe we should turn that over and say, these are the people that I am afraid to make angry. Или же мы можем поставить вопрос следующим образом, обернуть его так. Это люди, которых я боюсь разозлить. So you can see here I have room for 9. Вы видите, что у меня здесь есть место для 9. But we can make room for more if we need it. Но если нам нужно, мы можем оставить место для большего количества людей. And then I would say to the pleaser, remember to include everyone that you're afraid of, everyone you respect, everyone that you don't want to be angry with you. И тогда я прошу плизера, пожалуйста, вспомни всех, кого ты боишься разозлить, кого ты уважаешь, кого бы ты не хотел видеть недовольным тобой. So if this is my client, I'll say, don't forget to put me on it. Если это мой клиент, я ему говорю, не забудь поместить меня в этот список. Okay, put your pastor on it. Включи пастыря в этот список. Put the author of that book you just read on it. Включи автора этой книги, которую ты только что прочитал, в этот список. Ask yourself, what would Dr. Adler say? Спроси у себя, что же скажет доктор Адлер по этому поводу. If you're like me, you kind of believe and you follow the last person you ever got advice from. А если вы чем-то похожи на меня, то вы склонны следовать совету последнего человека, от которого вы получили совет. So now once you get this list, После того, как вы составите этот перечень, so now the hard work starts because you have to decide where they go in those boxes. начинается тяжелая работа, потому что вам нужно принимать решение, куда вы поместите каждого из этих людей в эти блоки. And of course, we're going to put the biggest one on the bottom И самого значимого мы помещаем внизу and work them all the way up. и выстраиваем их в соответствующей очередности до вершины пирамиды. And the least one on the top. И самые наименее значимые находятся на верхушке. That is not in their importance to them, in their importance to you. И это выстраивается не в соответствии с их значимостью для них самих, а с точки зрения их значимости для вас. Now it's very likely this is going to take some trial and error. И очень вероятно, что такое выстраивание будет включать в себя некоторые ошибки и новые попытки. See, part of what we're doing here is we're teaching the person to use their own judgment and make their own choices. Часть того, что мы делаем здесь, заключается в том, что мы обучаем человека использовать его собственные оценки и принимать собственные решения. Instead of letting all the other persons in their life make choices for them. И делать выбор, вместо того, чтобы разрешать другим людям делать выбор за него. And then not only will we have to put them in their proper position, but sometimes their positions will change. И номер 2. Нам нужно не просто их поставить на свои места, но иногда их места будут меняться. Or some we can take off the list altogether because we no longer fear them at all. И, возможно, некоторых из этих людей мы можем в какие-то моменты вычеркнуть из списка, поскольку мы больше их не боимся. And so, this is maybe a device to continue to use for people for quite a while. И это может быть инструмент, который будет полезен в работе, и человек может его использовать в течение длительного времени. And one of the things about a pleaser is that they find out that they're wrong often. So maybe you were wrong about having that person as someone you cared about. You don't really.
И для плизера очень типичным является ситуация, когда он обнаруживает, что он ошибался, думая, что он действительно заботится о мнении того или иного человека. Потом оказывается, что это для него не так важно. So this should probably be done in pencil. И поэтому очень можно это делать карандашом. Of course, now those are relatively easy parts of the process. The next part is the part that's difficult. Это довольно легкая часть процесса. Следующая часть более сложная. Now you have to apply it. You have to use it. Дальше вам нужно применять So the next эту time, пирамиду, использовать ее. next time that person demands something from you, you have to decide whether or not you're going to obey. И в следующий раз, когда этот человек что-то требует от вас, вам нужно принять решение, будете или не будете вы подчиняться ему. And you'll have to say no to someone. И вам придется говорить нет кому-то из людей. Don't worry, they probably won't be as angry as you thought. Не бойтесь, они не будут настолько сильно злиться, как вы могли изначально опасаться. You know what? They might start to respect you. Возможно, они даже начнут вас уважать. And the fear that maybe once you had of those people, И, возможно, страх, который у вас мог быть по отношению к этим людям ранее, will begin to disappear. начнет испаряться. And your relationship with that person will probably get better. И ваши отношения с этим человеком могут даже начать улучшаться. On the other hand, sometimes that person might be more hostile to you, or they might drift away from you. А с другой стороны, этот человек может стать более враждебным по отношению к вам и может даже начать отдаляться от вас. Remember, you decided you were going to you might have to pay a price for some of these И things. как вы помните, вы приняли решение, что вы будете платить соответствующую цену за These decisions, эти решения. yeah, these decisions you were making, and now this is one of them. И эти решения, которые вы принимали, вот одно из них. And you realized that, remember you told yourself, you can't please everybody all the time. И вы помните, что вы сказали себе, что вы не можете удовлетворить всех в один и тот же момент времени. And again, you probably won't even have to pay the price as much as you think either. И, возможно, может оказаться даже, что вам не так часто придется платить какую-то цену за свои решения, как вы думали изначально. Because what did you tell me before about my pleaserness? Потому что помните, что вы сказали мне ранее о моей склонности к угодничеству? It's irrational. Это иррационально. We're becoming more rational. Мы здесь становимся более рациональны в этом процессе, в процессе этой работы. So, if you get fired at work, Если вдруг вас уволят с работы, because your spouse, because you're listening to your spouse, потому что вы прислушиваетесь к своему супругу, and all those extra hours you put in at work, и все те часы, которые дополнительные, которые вы раньше посвящали работе, you have to remind yourself that you said you were willing to pay the price. и вы, например, пересматриваете свой подход, но вы должны тогда напомнить себе, что вы готовы платить цену за свое решение. So take the time to grieve over your job that you lost. Уделите тогда внимание тому, чтобы горевать из-за работы, которую вы потеряли. And sit down and work out with your spouse where the next job's going to come from. И сядьте со своим супругом и говорите с ним, работайте с ним вместе над решением того, где найти следующую работу, как найти следующую работу. Because that person that you care about more than your work Потому что этот человек, о котором вы заботитесь больше, чем о вашей работе, is going to be the person that's going to help you будет человеком, который поможет вам later on, right? позже. Right. So, and don't blame your spouse when you lose your job either. That's not their И fault. не обвиняйте своего супруга, если вы потеряете работу. Это не его вина. И не ее вина. You're the one that decided you were going to please her or please him. Вы тот человек, который принял решение, что вы будете удовлетворять своего супруга или супругу в первую очередь. Right. Don't blame them for your choices. Не обвиняйте этого человека, не обвиняйте его или ее в том выборе, который вы сами сделали. You see, because what is this? This is sometimes this is what we call a value system. Потому что вы видите, что это то, что мы иногда называем система ценностей. Система ценностей, да. These are the things and the people in our lives that are important to us. Эта система ценностей отражает наши отношения к людям и к каким-то вещам в жизни, которые важны для нас. You're going to find that these things are important to you. These are the things that you will sacrifice your time and your money and your energy and maybe even your life for them. Это то, чему вы будете посвящать свое время, свою энергию, возможно, даже вашу жизнь.
and you'll grow. You'll grow in your ability to find out, to know in yourself what the things that are really important to you. Вы будете возрастать в своей способности понимать, что именно является самым значимым для вас. And sometimes you'll find that there's a difference between the things that you put on this pyramid and the things that you say. Иногда вы обнаруживаете, что есть разница между тем, что вы вписали в эту пирамиду, и что вы на самом деле говорите. Or what I mean to say is that you'll find out that you're actually a liar. И иногда вы можете обнаружить, что вы лжете, That you say that your wife is more important than your job, что вы говорите, что ваша жена для вас более важна, чем ваша работа. but actually not На really. самом деле это не так. And so then you have another decision to И make. тогда вам нужно принимать новое решение. Several years ago, some journalists asked some pastors what they thought their priority was in their lives. You know, God, the church, the family. Which one was which priority was the wife in their life? Несколько лет назад один из журналистов спрашивал у пастырей, какое место в системе приоритетов занимает у них жена. And so what did the pastors say? И что же сказали пастыри? Well, the pastor said, of course, God is first and my wife is second. И, конечно, пастыри сказали, Бог на первом месте, жена на втором. Because nobody's more important than God. Конечно, никого нету более важного, чем Бог. But nobody on this earth is more important than my И, wife. конечно же, никого на этой земле нет более важного, чем моя жена. Guess what? И знаете что? Then they asked the wives. Потом они спросили у жены. What did they say? И что сказали жены? They said, oh, maybe 3, maybe 4. И жены сказали, может быть, третье, может быть, четвертое место. So I said, not my wife. И я сказала, нет, не моя жена. So I went and asked my wife. И я пошел спросил у моей жены. What did she say? И что же она сказала? Служение. Она сказала, первое, второе, третье. Number 3, number Ну, 4. номер 3, номер 4. So I had to get to work, I guess. И я стал работать над этим. Yeah. But after some time, again, a person will find that they're not so fearful, they're not so anxious about pleasing people, and they're not going to be so worried about it. И через некоторое время человек, работающий над этой системой приоритетов, обнаруживает, что он уже не настолько сильно тревожится и расстраивается по поводу угождения другим людям. The person will find that over a period of time that they're going to be developing that muscle about themselves, what they want. И человек видит, что через некоторое время у него у самого лучше развивается вот этот мускул, эта способность понимать, чего же он хочет сам. And you don't really have to put yourself on this pyramid. И вам не обязательно помещать себя в один из пунктов этой пирамиды. Because I think in many ways it's not really even possible to define yourself apart from the relationships that you have with other people. И очень часто я вижу, что не так легко отделить себя и поставить себя отдельно от тех отношений, которые у вас есть с другими людьми.